Не успели отгреметь фанфары от анонса Guild Wars 3 на Summer Game Fest, как компания NCSoft анонсировала еще один проект по вселенной Guild Wars. Встречайте Mistbound. Команда разработчиков NC в Южной Корее усердно трудилась над созданием цифровой карточной игры под названием Mistbound. Отдельные сотрудники Arena.net выступили в качестве консультантов и помогли азиатским коллегам создать аутентичную игру, соответствующую традициям и визуальному оформлению франшизы. В этом году Mistbound выйдет в Китае на ПК под издательством компании Bilibili. Изначально проект будет доступен только в Поднебесной, ну а позднее студия рассмотрит возможность более широкого выпуска на других территориях. Это позволит доработать бета-версию и выйти в релиз уже завершенным. Хоть Arena.net и выступала в качестве ключевого партнера при создании игры, непосредственно разработкой студия не занималась, они всячески это подчеркивают. Теперь о самой игре. Разработчики пытались решить сложную задачу с помощью поля боя, а не самих карт. Студия черпала вдохновение из системы комбо в Guild Wars 2. Здесь ваш персонаж будет выступать в качестве командира, манипулируя пространством вокруг себя. Каждый класс выживает благодаря своей профессии и индивидуальности. В интервью с разработчиками нам показали 4 класса: воин, месмер, некромант и рейнджер. Например, отряд воина будет становиться все сильнее с каждой нанесенной атакой, в то время как месмер призывает фантазмов, чтобы ввести противника в замешательство. Некроманты черпают силу, принося в жертву союзных существ, и чем дольше длится битва, тем сильнее они становятся. Рейнджеры контролируют поле боя с помощью дальних атак и ловушек. Даже находясь в одной и той же ситуации, разные классы действуют по-разному, исходя из своих природных возможностей. Воин укрепит союзников с помощью баннера и подтянет врагов в удобную для него позицию. Месмер блокирует вражеские подходы, создавая иллюзии в неожиданных местах. Рейнджеры преграждают путь ловушками и используют петов для контроля боя в разных углах. Некроманты распространяют ядовитые облака и подпитывают жизненную силу, чтобы оказывать давление на противника. В Mistbound все зависит от того, как именно вы расположили карту и куда ее передвинули. Если отряд определяет, какие инструменты у вас есть, то команда решает, как их использовать. В зависимости от выбора командира, стратегии могут быть совершенно разные. Командир — это не просто персонаж, это ключ к изменению самого стиля игры. Вселенная Guild Wars не только про графические и боевые решения, но и огромный артбук, который насчитывает сотни потрясающих картин. Они дополняют мир Тирии, передавая его атмосферу и эмоции. Каждый регион имеет свою цветовую палитру, текстуру и визуальную идентичность. Guild Wars 2 — это игра, где мир — произведение искусства. Он имеет свой дизайн персонажей, пользовательский интерфейс и визуальное оформление. Mistbound построен вокруг этих нарративов и берет лучшие художественные традиции Тирии. Во вселенной Guild Wars звук — это не просто декорация, это память. Разработчики хотят, чтобы спустя годы игроки наслаждались звуками гор Шеверпик или ревами боссов, чтобы связать старые воспоминания с новым игровым опытом. Если вы ценитель карточных игр, любите вырабатывать стратегии, то Mistbound предложит все это. Игровой процесс универсален и может сыскать отклик у игроков по всему миру. В долгосрочной перспективе важно не увеличивать численность карт, а расширять глубину стратегии между игроком, поле боя и юнитами. Mistbound позиционируется как игра, которая позволяет выбирать из множества вариантов и быть интересной на протяжении долгого времени. Лично мне симпатизирует идея ККИ по вселенной ГВ. Все мы куда-то ездим по делам или проводим время в скучных очередях. Карточные игры — это отличный способ скоротать времечко и занять мозг чем-то полезным. Будем ждать Mistbound и на нашем рынке. Кстати, недавно исследовательское агентство Alinea Analytics подвела итоги самых ожидаемых игр Summer Game Fest. Guild Wars 3 заняла второе место в списке виш-листов, сразу за Resident Evil Veronica. 435 тысяч пользователей добавили игру в лист ожидания. Это отличные результаты, которые вселяют надежды в будущий релиз. Ну а с вами был Иной. Не говорите, что вас не предупреждали.